Krishna. Hare Krishna, Mataji. Shall we start? Or Or you want to wait for some more time? No, we can start, but your camera is off. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhaktir Bhavati Naistiki Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinatarinam. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam. We are Canto 1, Chapter 2. We are in text 4, right? Right. Okay. Oh, we are. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Prabhu, it was Sachitanya Prabhu suggesting that shall we give everyone a chance to read also? They take turns and then the purport. Only the purport, yeah, the translation and purport. Okay, so they have the book in front of them. So let Сачитanya Прабhu guide this process. Сачитanya Прабhu придумал, что все будем по очереди читать. Сачитanya Прабhu, вы тогда руководите этим процессом сами. Хорошо? Кто будет читать? Да, мы вчера переписывались с Према Падмини, я предложил как вариант, может быть, интерактивный режим такой добавить. И, не знаю, если преданные готовы. Вы берите свои руки тогда. Может быть, попробуем, таким образом, более открыт будет у нас формат, и к тому же это будет больше похоже на то, что Према Падмини хочет, чтобы мы проводили у себя в такой форме. Попробуем спросить, может быть, Дэл Прабhu, сможете подключиться? Читать текст? Да, вот, допустим, вы какую-то часть текста прочитаете, может быть, следующий текст кто-то другой прочитает, или можно частями текст читать. Так на Бхакти-рикше, в общем, вот такая идея. Конечно, да. Да, если камера включится, тогда будет еще лучше, мне кажется. 1, 2, 4 у нас текст сейчас. 1, 2, 4 самое замечательное, мне кажется, сегодня шло там, который часто повторяется. То есть мне читать, да? Да, вот какой-то, то есть формат, только может быть, давайте по одному стиху просто. Вот один стих и текст, комментарий, а потом следующий кто-то другой будет читать, допустим. Вот. На санскрите тоже читать, да? Его Према Падмини прочитает обычно. Так что хорошо. читать по-русски. Спасибо. А напомните еще раз, какая глава и текст. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4 или 24? 1, 2, 4. Ага. То есть читаю, да, то есть перевод. Да. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить почтение личности Бога Нараяне, Нараяне Риша, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини знаний, и Шри Висадеви, автору. Комментарий его божественного Шрила Прабхупады. Ведические писания и Пураны, призванные помочь человеку вырваться из сетей темной области материального бытия, из-за того, что с
незапамятных времен живое существо слишком увлечено удовлетворением материальных чувств, оно забыло свои отношения с Богом. Его борьбе за существование в материальном мире нет конца. И какие бы планы живое существо не строило, это не поможет ему прекратить ее. Но если человек действительно хочет победить в этой непрекращающейся борьбе за существование, он должен восстановить свои вечные отношения с Богом. И тот, кто хочет воспользоваться этим целительным средством, должен прибегнуть к таким писаниям, как Веды и Пураны. Глупые люди говорят, что Пураны никак не связаны с Ведами. Однако Пураны – это пояснение к Ведам, дополняющих их и адресованные разным категориям людей. Люди не одинаковы. Одними управляет гуна благости, на других воздействует гуна страсти, на третьих гуна невежества. Пураны разделены таким образом, что люди всех категорий могут воспользоваться ими. И постепенно, восстанавливая свое изначальное положение, покончить с этой тяжкой борьбой за существование. Шрила Сута Госвами показывает, каким образом следует читать Пураны. И тот, кто стремится стать проповедником ведических писаний и Пуран, может последовать его примеру. Шримад Бхагаватам безупречная Пурана, и она специально предназначена для тех, кто хочет раз и навсегда вырваться из материальных сетей. Okay. Srimad Bhagavatam. So, Dayal Prabhu, can you answer, before reciting Bhagavatam, which personalities should we take shelter of before reading the Srimad Bhagavatam? Да, Прабhu, сразу тогда тебе вопрос. Кому нужно выразить почтение перед чтением Шримад Бхагаватам? Перед чтением Шримад Бхагаватам нужно выразить почтение верховной личности Бога, Нараяне Више, лучшим из людей, и матери Сарасвати, богине знания, а также автору Вьясадеве. We should take shelter of the personality of Godhead Narayana, of Narayana Rishi, the Supreme, Nara Narayana, okay. and Mother Saraswati, and Vyasadeva. And also, okay, yeah, thank you. And what are the Puranas? How are they different from the Vedas? Что такое Пураны и в чем их отличие от Вед? Yes, you want to answer it or someone else? Okay. What is that? Елена. Elena. What is the difference between Vedas and Puranas? В чем разница между Ведами и Пуранами? Маджи Елена. Ну, Пураны – это пояснение к Ведам, адресованные разным категориям людей. Ну, Пураны – это как дополнение, а Веды – это более полное писание. Puranas are supplementary explanations of the Vedas. Vedas are complete knowledge, and Puranas are a kind of explanation or addition to the Vedas. Yeah, actually, yes, thank you. Vedas are dealing more, dealing more about how to live comfortably in this world by using, by doing everything in a proper way. Understanding how to perform sacrifices and also all kinds of knowledge to live happily and all in this world, as well as make spiritual progress. В Ведах главным образом говорится о том, как жить счастливо в этом мире, например, совершать жертвоприношения и другие ритуалы, и при этом духовно развиваться. But Puranas are very practical. They talk about, past times, and then we get a direct understanding about how Vedas are applied in day-to-day life. Пураны более практичны, в них приводится история о разных играх Господа, и благодаря Пуранам мы можем сразу понять, как на практике можно применять Веды в повседневной жизни. And how many Puranas do we have? Сколько всего Пуран существует?
Я не знаю. I don't know. 18 Puranas, 18 Пуран всего. out of which 6 are for people in the mode of goodness, Из них 6 предназначены для людей, которые находятся в благости. and 6 in the mode of passion, 6 для людей в страсти and 6 for the people in the mode of ignorance. и 6 для людей в невежестве. So in the other, like in the modes of passion and ignorance, you have where they glorify the devatas and promote the worship of these devatas. Пураны для людей в страсти и невежестве описывают разных полубогов и прославляют поклонение им. So by reading that, then their faith is greatly increased in those personalities. И когда человек в соответствующих гунах читает такие Пураны, его вера в этих полубогов растет. But in the Puranas are also other Puranas, that is mode of passion and ignorance. Also, it is mentioned that Vishnu is the supreme. Но даже в этих Пуранах также есть упоминание о том, что Вишну — это Верховный Господь. But that is not very prominent. What is emphasized is that particular devata. Like, for example, there is Shiva Purana, Skanda Purana glorifies Kartikeya, and which is Shiva Purana is there or there? So there are different Puranas for Lord glorifying Lord Shiva and so on. Padma Purana, no, not Padma Purana. Yeah, Garuda Purana, like this. Different Puranas are there where devatas are glorified. В них про Вишну тоже говорится, но так немного. Основной акцент сделан на прославлении вот того божества или полубога, которому посвящена Пуран. Например, Сканда Пурана прославляет Картикею, есть еще Гаруда Пурана и другие Пураны. But those in the mode of goodness, Sattvic Puranas, only talk about Lord Vishnu. Но в Сатвика Пуранах или Пуранах для людей в благости рассказывается только о Вишну. But in the other 5 Puranas, there is a lot of, also Karma Kanda mentioned, how to, please the Lord and be materially happy. Таким образом, Пуран для людей в благости всего 6, и в 5, помимо Шримад Бхагаватам, также говорится о том, как жить в благости, как наслаждаться этим миром и одновременно доставить удовольствие Господу. But in Srimad Bhagavatam, we don't hear any such pastimes. We only talk about how to do pure devotional service to Krishna. Но в Шримад Бхагаватам ничего подобного вы не найдете. Здесь говорится только о том, как заниматься чистым преданным служением Кришне. Like we have Kardama and Devahuti, then we have, what is that, the elephant, Gajendra, and Prahlad, and Dhruva, and all these personalities, everyone doing only pure devotional service. И в Бхагаватам множество примеров чистого преданного служения. Есть пример Кардамы и Девахути, есть пример слона Гаджендры, есть пример Прохлады Махараджа. So that is why Srimad Bhagavatam is considered the cream of all Vedic literature. Вот почему Бхагаватам называют сливками всей ведической литературы. And so some people, they don't give importance to Puranas so much. Why? Because Vedas are directly emanating from the Supreme Lord, and Puranas are about the Supreme Lord, but not written by the Lord. Некоторые не придают большого значения Пуранам, потому что Пураны повествуют о Господе, в то время как Веды непосредственно изошли из уст Господа. So they think that is more important, Vedas. И люди думают, что поэтому Веды более важны. But actually, Prabhupada is saying that Puranas are so they are actually supplementary. I mean, there are explanations on the Vedas only. So they are also very important. Но Шрила Прабхупада отмечает здесь, что Пураны — это пояснение к Ведам, дополняющие их, поэтому они тоже очень важны.
And it is also meant for different types of people. So everyone can benefit by the Puranas and make gradual advancement. Кроме того, разные Пураны адресованы разным категориям людей, и изучая Пураны, самые разные люди могут духовно продвигаться и получать духовное благо. And when one becomes very advanced and wants to get out of this material world, then they should read Srimad Bhagavatam. И когда человек достигает уже высокого уровня и хочет покинуть материальный мир, тогда он должен изучать Шримад Бхагаватам. And it's very significant that Suta Goswami is reciting the Srimad Bhagavatam in Kali Yuga for everyone. И в этой связи очень примечательно, что Сута Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам в Кали-югу для всех нас. Because it's very difficult, even through Karma Kanda, to be happy in this. We need something very, very powerful to remove all our miseries. Даже идя по пути карма-канды, очень трудно добиться счастья в материальном мире. Нам нужен какой-то очень мощный, очень действенный метод, избавляющий от страданий. Okay. So, why are they as important? Why are Puranas as important as Vedas? Почему Пураны так же важны, как и Веды? Is Elena? Елена, можете ответить? Or Я не знаю. Нет, не могу ответить. I'm not sure. It's like book Bhagavata and devotee Bhagavata, right? Book Bhagavata gives us theory, and devotee Bhagavata we see directly we see him, and then we understand what is the book Bhagavata talking about, right? Говорится, что есть две Бхагаваты. Есть книга Бхагавата и преданный Бхагавата. Так вот, в книге Бхагавата изложена теория, а когда мы видим преданного Бхагавату, мы видим, как эта теория воплощается в практической жизни. So, like that, Vedas and Upanishads, they talk about, the spiritual aspect. I mean, how we are spirit souls, and also what is liberation, and so on. But Puranas are directly engaged in devotional service. They're teaching us what is spiritual life practically, because it talks about, our relationship with the Lord. So, they are as important as the Vedas. Аналогичным образом, если в Ведах и Упанишадах дается теоретическое духовное знание о том, что мы душа, что мы вечны, то в Пуранах показано, как на практике люди осознают это знание и посвящают себя преданному служению Господу. And for example, between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, we don't say that Gita is more important because it's spoken by Krishna, and Bhagavatam is not so important because it's about the Lord. He has not spoken it. Ну, опять же, если сравнивать, например, Гиту и Бхагаватам, Гита поведана непосредственно Господом, а Бхагаватам повествует о Господе. Но мы же не говорим, что Гита поэтому более важна, чем Бхагаватам. Они одинаково важны. So, okay. And for whom is the Srimad Bhagavata Purana meant for? For which people? Так, для кого, для каких людей предназначена Бхагавата Пурана? Okay, we can ask Richu Das. Ручи Прабху, вы Right. можете говорить? Who is Bhagavatam meant for? Ручи Which type Прабху, of вы people? на связи? Для какой категории людей предназначен Бхагаватам? Ручи Прабху, там микрофончик. Шримад Бхагаватам предназначен для людей в благости и выше. Srimad Bhagavatam is mentioned for those who are in the mode of goodness and above. Okay. Yeah, but somehow in this Kali Yuga we have to
make Bhagavatam also, interesting for those who in the mode of passion and ignorance. Но также Бхагаватам составлен таким образом, чтобы быть интересным и для людей в страсти и невежестве. Это в Кали-юга особенно важно. By maybe dramas and so on, we enact that, and then people get very interested. Then they find it interesting. Точнее, мы должны представлять Шримад Бхагаватам так, чтобы заинтересовать всех людей, даже людей в страсти невежества, может быть, через какие-то театральные постановки, чтобы у них появился интерес к Бхагаватам. Because it is mentioned that, when the sages will ask, what is it that will help people of this Kali Yuga to get out of the miseries, then it is Sutta Goswami who said it is the Bhagavatam. By reciting Srimad Bhagavatam, it is like the sun has arisen in Kali Yuga, and it will remove all the darkness of Kali Yuga. Когда мудрецы спрашивают Суту Госвами, что может помочь людям Кали-юги избавиться от всех страданий, он отвечает: чтение Бхагаватам, ибо оно, как восходящее солнце, рассеивает мрак Кали-юги. So we have to give different pastimes of Ajamila or Karadama and Devahuti and so on, and then because then people are very interested. Their lifestyle, life is very interesting. It's and then when they're very interested about it, then finally we talk about how Krishna is really, how they surrender to Krishna and make them attracted to Krishna. Поэтому можно ставить спектакли по историям из Бхагаватам, таким как «Жизнь Аджамилы». Это все можно очень привлекательно сделать, и когда зрители заинтересуются, то можно их направить к основной теме Бхагаватам и описать, как герои вот этих сцен, они потом вручают себя Кришне. So in that sense, we can see how Kali Yuga is the most merciful age, because everyone is given the best. Так что Кали-юга — это век самой большой милости здесь. Каждый человек получает доступ к самому большому сокровищу. But at the same time, we should understand that there are, like Prabhupada explains, there are different types of people, and they are interested in different things. Вместе с тем нужно помнить, как говорит Шрила Прабхупада, что есть разные категории людей, которых интересуют разные вещи. So naturally, they will be attracted to different types of worship. Соответственно, у людей будет склонность к разным типам поклонения. Some people will be automatically attracted to Lord Shiva or Ganesha and Kartikeya and so on. Кого-то будет неосознанно тянуть к Шиве, Ганеше, Картикее. So if we, for example, appreciate that this is also part of Vedas and Puranas, and we don't condemn their worship, but we appreciate that they, whatever they are worshipping. И если мы не будем это осуждать, а по крайней мере признавать тот факт, что да, у людей может быть такая склонность, и это тоже поклонение, которое описано в Ведах. And we appreciate the person that they are worshipping also, the Devata, whoever. It could be Devatas or different forms of worship, maybe different religions also. И признавать этих деват, их, сказать, право на существование, причем это может относиться как к ведическим деватам, так и к другим религиям. And then after that, we also share about our thing, Srimad Bhagavatam and so on. Then people will listen, because they will think, okay, they listen to us, now I will also listen to them. И если мы так хорошо относимся к людям и готовы их услышать, то тогда и люди тоже будут готовы услышать про наше верование, про Шримад Бхагаватам, про наш вид поклонения. So it's very important that we develop a very healthy respect for all scriptures. Поэтому нужно иметь такое здоровое уважение ко всем священным писаниям. And then we can see what level that person is, and we can reciprocate accordingly.
Мы будем понимать уровень человека и общаться с ним с учетом его уровня. So if we just avoid people who we think, oh, they are demigod worshippers or different religions, and we think, they may not take, or we go and tell them that whatever you're doing is not correct, you should only do this. Both can have bad, may not inspire them. Ну, а если мы будем или вообще отрицать вот все эти виды поклонения, или пытаться человеку навязать то, что мы считаем правильным, ну, вряд ли его это вдохновит. If anyone wants to add their experience, you can share about, inspiring people about our worship when they are staunch believers of something else. Может быть, у кого-то из вас есть такой опыт, когда вы смогли вызвать у человека уважительное отношение к тому поклонению, которым мы занимаемся, при том, что сам этот человек исповедует другую религию. Yes, anybody has had experience? У кого-нибудь был такой опыт? Тут я могу ответить. Yeah? Who's that? Dayal Prabhu had an experience he yes. wants to share. Please. Был такой случай в моей практике, когда один студент, он приходил к нам на программу, он стал практиковать, потихоньку повторять мантру, но потом вот отец ему как бы запретил это делать и сказал, если ты хочешь как-то к Богу идти, иди православным путем. We had one student who joined our programs, and gradually he started to chant the holy name, but at some point his father was against that, and he made a condition, if you want to go into religion, you must become an Orthodox Christian. И впоследствии он поступил в семинарию христианскую, и как бы он не доучился даже, похоже, поскольку у него было есть чем сравнить, он увидел разницу. Later that student joined Christian divinity school, but he didn't even finish graduate because he already had us to compare with, and maybe he was not so much inspired by studying that. И он до сих пор следует этой традиции, он служит в христианском храме на алтаре. И вот я с ним когда встречаюсь, поскольку я вот его выбор, так сказать, как принял, уважаю его выбор, у него есть такая склонность, к христианству, он тоже отвечает такой взаимностью и всегда при встрече жертвует для служения Кришне, Лакшми, и всегда с уважением относится и принимает даже книги, подарок. But still he remained in that tradition. Now he is a priest in church, but whenever I meet him, he is very respectful to our tradition, and he gives donations for our causes and takes our books whenever I give him. Okay, but that's very nice. But does he chant? Did you give him the Harinam? А как к святому имени у него отношение? Он повторяет Хари Кришна? Нет, он не повторяет Хари Кришна, но вот всегда готов послужить, как-то помочь. No, he doesn't, but he is ready to do some service whenever it's possible. Okay. Его супруга, она тоже служит в православном христианском храме. His wife is also a Christian. She is also has some service in the church. Okay.
But have you told him about the Hare Krishna mantra? Ну, вы же ему рассказывали о мантре Харе Кришна. Да, конечно, он даже повторял раньше, когда еще был студентом. Yes, of course, he used to chant years ago when he was a student and he was attending our programs. Ну, на данный момент, видимо, у него нет пока вот такого вкуса. But it seems that at present he lacks taste for that. Okay. Does he chant his own this thing? Any mantra? There. Он свои Мантры. какие-то, да, христианские мантры повторяет? Да. Okay. Anyway, you can tell him that this is a mantra, this is Yuga Dharma and it's an incarnation of God. So apart from whatever you're doing, which is very good, you can also add this. And then you'll become a better Christian. Можно ему напомнить, что мантра Харе Кришна, она для этого века специально дана, и он, если он будет ее повторять в дополнение к тем молитвам, которые он читает, то он сможет стать лучшим христианином. Да, хорошо, будем напоминать ему. Okay, I'll remind him. Okay, because my Guru Maharaj shared that in Italy, there was one nun who was coming for some lectures, and then she heard about the Hare Krishna mantra. Then she tried to make it, like a Christian thing. So adapt it to Christianity. So she started chanting, Jesu Christu, Jesu Christu, Christu Christu, Jesu Jesu. Мой Гуру Махарадж рассказывал, как в Италии на его лекции стала ходить монашка, и она вот такую вот мантру, как сейчас Матаджа показала про Иисуса, на манер мантры Харе Кришна придумала, ее повторяла. So then, she came and said, and my Guru Maharaj said, okay, no problem, you chant that. И она спросила у моего Гуру Махараджа, нормально, если она будет повторять? Он сказал, да, повторяйте. But after some time, she thought, okay, why not I try Hare Krishna mantra? Она какое-то время повторяла, а потом подумала, может, мне тогда уж Харе Кришна мантру повторять. And she was chanting Hare Krishna mantra in a very hidden way, because in the church, nobody should know. So she was quietly chanting this Hare Krishna mantra. Но она повторяла мантру Харе Кришна в подполье, чтобы в монастыре никто об этом не узнал. And then she came to 16 rounds, and she even took initiation. Потом она добралась до 16 кругов и потом получила инициацию даже. So naturally, she became a vegetarian also. Ну, естественно, она стала вегетарианкой. So if he does, maybe, quietly, without telling all other, naturally, if he tells any one single person finished, they will definitely object to that. Поэтому, может, он в подполье сможет повторять. Потому что если об этом кто-то узнает, ему точно придет конец. Yeah, he can try that. Можете попробовать с ним на эту тему поговорить? Да, хорошо. Мы так не часто пересекаемся, но я вашим благословением поговорю, да. I will try that. It's not that I see him often, but when I see him next time, by your blessing, I'll try to inspire. Yeah, and also a book, maybe some book. I mean, we have these smaller books, teachings of Lord Queen Kunti or Ajamila or something like that. You can give maybe Ajamila, Second Chance, that book. Можно ему подкрепить это книгой. У нас есть на основе Бхагаватам более тонкие книги, учение царицы Кунти или еще один шанс, где история про Джамилу рассказывается. Ну, у него книг Шрила Прабхупады на самом деле много. Actually, he has a lot of Prabhupada books. Oh, okay. Последнюю книгу я ему подарил, это была Рамаяна, он очень был доволен. And BBT books last was Ramayana by the BBT. I presented him. He was very glad. But they don't object in the church to reading all these books. А его начальство церковное-то не против, что он это все читает? Ну, скорее всего, начальство не знает об этом. I think that in the church they do not know that he's reading these books. Okay.
Yeah, because even in India, even like, other sampradayas, like Sri Vaishnavas and all that, we tell them, okay, whatever you're doing, you do. Along with that, you add Hare Krishna mantra, Слушай, because he's the Yuga Dharma. В Индии похожим образом мы действуем с вайшнавами в других сампрадаях, например, Шри сампрадай. Мы им говорим, ну вот к той практике, которой вы уже занимаетесь, вы просто добавьте повторение Харе Кришна, потому что это юга-дхарма, это для нынешней эпохи. And people, when they see that we're not trying to convert them or make them change their way of worship, then they are happy to include Hare Krishna mantra. И когда человек видит, что его не пытаются заставить чего-то делать, навязать ему какой-то вид поклонения, то обычно он не против добавить повторение махамантры в свою духовную практику. And of course, once they start chanting Hare Krishna mantra, then Krishna will take care of whatever progress. Ну и если человек начинает повторять мантру Харе Кришна, Кришна сам уже тогда заботится о его духовном росте. Thank you for sharing. Спасибо, что рассказали. Mataji, may I ask a question in connection with that also? Yeah. Я тоже вопрос задам. You mentioned that some people have natural inclinations for demigod worship, but what to say of situations when Krishna's devotees start to demonstrate tendencies for demigod worship, for Durga worship, for example, for some material purposes. У меня вопрос такой, что вы упомянули, что некоторые проявляют естественную склонность к поклонению полубогам. Иногда бывает у преданных такая склонность появляется, они начинают Дурге, например, поклоняться или другим полубогам ради каких-то материальных целей. Why do devotees go to the devatas? Почему преданные обращаются к полубогам? Because they think that here you can never talk about fulfilling material desires. Потому что они считают, что в сознании Кришны осуществления материальных желаний не дождешься. So they feel, they have this material desire. Okay, I chant Hare Krishna to go back to Godhead. I read Bhagavad Gita, Bhagavatam only for knowledge, to become more spiritually advanced. What will happen to my material desires? А материальные желания их распирают, и они думают, ну вот я повторяю Харе Кришна, чтобы вернуться домой к Богу. Я изучаю Бхагаватам, чтобы был духовный рост. А что же с моими материальными желаниями тогда будет? And so they think, oh, if I go to Ganesha, I just break some 100 coconuts and he will fulfill my desire. И они думают, пойду-ка я к Ганеше, разобью 100 кокосов, и он исполнит мои материальные желания. So then they go quietly do that. И они втихаря совершают там какие-то поклонения. But if they understand that Krishna also fulfills material desires, then, and you can, there is nothing wrong if you have something that's bothering you, you can see how to dovetail it in Krishna consciousness. Krishna also fulfills material desires. Но они не понимают, что Кришна исполняет и материальные желания тоже, поэтому если у них есть какое-то сильное желание, можно как-то его связать с сознанием Кришны и попросить, чтобы Кришна исполнил его. Only thing is, you have to chant Hare Krishna, and Krishna first purifies us and makes us, attached to him. Then he gives. Единственное, что для этого нужно повторять Харе Кришна, нужно очиститься и привязаться к Кришне, и тогда Кришна нас очистит и даст исполнение этого желания. Without being attached to him, if he gives us things, then we will just take it and go away. Потому что если мы сначала не разовьем привязанность к Кришне, то если он просто будет исполнять наши материальные желания, мы возьмем его дары и уйдем, и все. So devotees must get that confidence that it's not that if you go to Krishna, he will just take away things and he will not give you what you want. Поэтому у преданных должно быть понимание, не то, что если вы к Кришне приходите, то он у вас заберет все и ничего у вас не останется. Because devotees think that to be a devotee means you have to become a sannyasi. Часто преданные думают, стать преданным, это значит, по сути, стать саньяси. So they think that, maybe I have to secretly ask some Devi Devatas for things. И поэтому они думают, наверное, в тайне придется мне у полубогов просить каких-то вещей. That's why we have to
if devotees understood. For example, you know what happened? Once a devotee asked Prabhupada, that Prabhupada, if I surrender to Krishna and Krishna wants me to live on the beach, I should do that, no? Однажды преданный спросила Шрила Прабхупады: Шрила Прабхупада, вот допустим, я вручу себя Кришне, а Кришна захочет, чтобы я жил на пляже, ведь мне нужно будет тогда исполнить волю Кришны. See, this is the fear. We always think if I go to Krishna, maybe he will say, give up this, give up that, or take away things from me. Это говорит о том страхе, который у нас есть. Мы думаем, я сейчас вручу себя Кришне, а потом он скажет, отдавай то, отдавай это, и все заберет у нас. So then Prabhupada said, what nonsense. Why would Krishna want you to live on the beach? А Шрила Прабхупада сказала, что за глупости, с чего это Кришна захочет, чтобы ты жил на пляже? Krishna wants everyone to live comfortably and make spiritual progress. You mean on the beach without having any shelter? No. What? No. Krishna, why would he want us to live on the beach? Yeah, without any shelter. Like the hippies, you know, sometimes no home. They were living on the beach. Ну, здесь другой смысл. На пляже у меня возникла идея, что вот на курорт поехал, в смысле жить на пляже, то есть, ну, как бомж, то есть не имея крыши над головой. И Шрила Прабхупада сказал ему, ну, почему же вот так вот жить-то на пляже без крыши над головой? Кришна хочет, чтобы вы нормально жили. So actually, by doing devotional service, materially also they will be benefited. Поэтому, Prabhupada clearly stated that material progress follows spiritual progress. поэтому, когда человек занят преданным служением, совершенно очевидно, что в материальном плане у него все будет хорошо. Шрила Прабхупада недвусмысленно давал понять, что материальное процветание является следствием духовного прогресса. So devotees must be, when they express some desires, we shouldn't say, oh, this is all nonsense. You must, it is nonsense. But the thing is, if it's affecting you, then what you can do, you should tell them that, no, you continue chanting Hare Krishna and Krishna will make you happy. And whatever, he can fulfill your desires. Поэтому, если преданных обуревают какие-то материальные желания, не нужно говорить им, что все это глупость. Даже если это глупость, нужно вдохновлять их служить Кришне и рассчитывать на то, что Кришна как-то поможет им с этими желаниями справиться. Like how Narada Muni instructed Dhruva Maharaja. Ну вот, есть же история, как Нарада Муни давал наставление Dhruva Махараджу. So even though Dhruva wanted to be the king, Narada Muni, initially he told him, why do you want to be king? But Dhruva said, no, I want to be king. I have a great desire to be a king. Dhruva Махарадж хотел стать царем, и Нарада Муни говорил, ну зачем тебе становиться царем? Dhruva сказал, нет, я хочу, я должен стать царем. So he didn't say, okay, go and worship Lord Shiva and become a king. И Нара даже не сказал ему, ну тогда тебе нужно идти поклоняться Шиве, и Шива сделает тебя царем. Instead, he told Dhruva that you chant Hare Krishna, the Hare Krishna mantra, and Krishna will fulfill your desires. Он сказал Dhruve другое, он сказал, повторяй мантру Харе Кришна, и Кришна исполнит твои желания. And Dhruva Maharaja, by chanting, he became so pure that he didn't even want it. But anyway, Krishna gave it to him. И Dhruva, повторяя святое имя Господа, настолько очистился, что ему уже не нужно было исполнение каких материальных желаний, но все равно Господь дал ему то, что он хотел. So that is the main thing, because sometimes devotees are not able to express what desires they have, material desires. Вот это здесь главный момент, потому что иногда у преданных есть какие-то материальные желания, но они даже не могут высказать это вслух. And so they secretly worship devatas. И поэтому они в тайне где-то там предаются поклонению полубогам. Is it not? Или не так? Is that the reason they worship? Поэтому они же поклоняются, правильно? I think this is the reason, yes. So that's why we have to tell them that Krishna will take care. He will fulfill our desires also. We don't have to be afraid. Поэтому нужно их вдохновлять, им проповедовать, что
Не бойтесь, Кришна исполнит ваше желание. But we should concentrate on surrendering and loving him. Но при этом нам нужно сосредоточиться на служении Кришне, на предании себя Ему, на развитии And любви. and let him fulfill the desire the way he wants. А уж как Он исполнит наше желание, это уж надо на Него положиться. So that is what is required for Krishna. That we cannot, I mean, we know we have some desires and Krishna knows how to fulfill our desires. Именно этого от нас ждет Кришна, потому что Он знает, что у нас есть желания какие-то, и Он знает, как их исполнить. So when people express some desires, don't tell them, no, this is very bad. Why you have material desires? Поэтому, когда кто-то озвучивает какие-то свои желания, нужно человека одергивать и говорить, нет, это очень плохо иметь материальные желания. In fact, in our Bhakti Vriksha, sometimes for leaders training, we ask people, all the leaders, to write what are their material plans and what are their spiritual plans. Даже на Бхакти Врикше в рамках подготовки лидеров мы просим их написать на какой-то срок вперед их материальные планы, духовные планы. And then when the leaders see that we are also asking about their material plans and also giving suggestions for fulfilling them, then they become very happy. И когда лидеры видят, что мы интересуемся не только духовными планами, но и материальными планами, и, может быть, даже какие-то советы даем, то они чувствуют себя очень хорошо. Then they become very, very, serious about committing themselves more to spiritual life. Тогда их желание посвятить себя духовной жизни становится еще сильнее. Yeah. Okay. Anything else? Shall we go to the next verse? Ну что, к следующему стиху перейдем. У нас еще есть 7 минут. Sachtanai reminds that we have 5 minutes left. Oh my God, we just did one verse today. Мы всего прочитали за это время. Okay, we'll just do the text 5. Yeah, we'll read and okay. Munayah sadhu prishtoham bhavadbirlokamangalam yat kritah Krishna samprashno yenatma suprasidati. Who would read next? Elena or? Маджа, Елена, можете прочитать стих и комментарий? Да. О, мудрецы, вы задали правильные вопросы. Они ценны тем, что относятся к Господу Кришне и, следовательно, касаются благополучия всего мира. Только такие вопросы способны принести полное удовлетворение душе. Комментарий. Как упоминалось выше, целью Бхагаватам является постижение абсолютной истины. Следовательно, мудрецы на Митарании задали правильные и уместные вопросы, ибо они касаются Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютной истины. В Бхагавад-гите 15.15 Верховный Господь говорит, что единственная цель вед – побудить человека искать Его, Господа Кришну. Поэтому вопросы, относящиеся к Кришне, составляют суть всех ведических исканий. Весь мир полон вопросов и ответов. Птицы, звери, люди – все постоянно спрашивают и отвечают. День у птиц начинается с вопросов и ответов. И вечером те же птицы, возвращаясь в гнезда, опять приступают к вопросам и ответам. Дельцы на рынке, адвокаты в суде и учащиеся в школах и колледжах все спрашивают и отвечают. Законодатели в парламенте, политики и репортеры задают вопросы и получают ответы. И хотя вся их жизнь проходит в вопросах и ответах, это не приносит им удовлетворения. Душа может обрести удовлетворение только в вопросах и ответах, относящихся к Кришне. Кришна – наш самый близкий господин, друг, отец, сын и возлюбленный супруг. Забыв о Кришне, мы создали великое множество объектов для вопросов и ответов, но ни один из них не способен принести нам полное удовлетворение. Все, кроме Кришны,
приносит нам лишь временное удовлетворение. Поэтому, если мы хотим обрести полное удовлетворение, то должны обратиться к вопросам и ответам о Кришне. Мы не можем прожить и секунды без того, чтобы не задать вопроса или не получить ответа. Шримад Бхагаватам имеет дело с вопросами и ответами, относящимися к Кришне. И поэтому только чтение и слушание этого трансцендентного произведения способно принести нам полное удовлетворение. Человек должен изучить Шримад Бхагаватам и прийти к всестороннему решению всех социальных, политических и религиозных проблем. Шримад Бхагаватам и Кришна – совокупность всего. So, why did Sutta Goswami praise the sages for their questions? Почему Сутта Госвами прославляет мудрецов Намишарани за их вопросы? Потому что их вопросы все связаны с Кришной и постижением истины, абсолютно истины. Because their questions pertain to Krishna and the absolute truth. Yes. For example, in this Zoom, in our class, suppose we started asking, I ask, what is the cost? I mean, we're always talking question and answers, right? All the people, even the birds, where is the food? I mean, it's always questions and answers. Very nicely, Prabhupada is explaining how in all our dealings, there are questions and answers about different things. Шрила Прабхупада очень тонко подмечает, что все наше общение состоит из вопросов и ответов. Даже здесь, на этой лекции, есть вопросы, есть ответы. Птицы утром спрашивают, где еда, и получают ответы, где еда. When we meet someone, we ask, how are you? And did you have your breakfast or lunch or whatever? Когда мы встречаем кого-то, мы спрашиваем, как дела, ты уже позавтракал или нет? Oh, where did you buy your dress? How much does it cost? Где ты купила такое платье? Сколько оно стоит? What business do you do? Где ты работаешь? Or we are asking some doubts or the other. Someone is asking a question and another person is replying. So it's completely, I mean, all relationships are based on questions and answers. Или же у нас есть какие-то сомнения, и наш собеседник эти сомнения успокаивает. То есть все взаимодействие основано на вопросах и ответах. But those question and answers do not satisfy the soul. Но эти вопросы, эти ответы не приносят удовлетворения душе. Why is that? Почему? Who's there? Wasn't it Vladimir Prabhu? Why don't questions and answers about material things satisfy the soul? Почему вопросы и ответы, связанные с материальными вещами, не приносят удовлетворения душе? Это мне вопрос, да? Да. Ну, потому что, у души это ведь это ж частица энергии Господа, ее удовлетворяет только служение Господу, вот, а все материальное это ее не удовлетворяет. Because the soul is the parts of Lord's energy, it can be satisfied only by devotional service, not by some material things. Okay. Okay. So, anything else? Yeah. So that's why Srimad Bhagavatam is so nectarian, because it's all about questions and answers about Krishna. Поэтому Шримад Бхагаватам такой нектарный, ибо он состоит из вопросов и ответов о Кришне. But reading Srimad Bhagavatam can solve all our material problems also, social, economic, political, religious, everything can be solved by reading Srimad Bhagavatam. К тому же изучение Шримад Бхагаватам позволяет прийти к всестороннему решению всех социальных, политических, религиозных и каких угодно других проблем.
Right? Devotees know how to solve material problems, but materialists will say, how will reading Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna mantra solve all our material problems? Преданные знают, как решаются все материальные проблемы, но если сказать об этом материалистам, они скажут, ну, неужели просто чтение Шримад Бхагаватам позволит решить нам все наши проблемы и повторение Харе Кришна? Okay, you want to share something or ask any questions? You asking Владимир or... Everyone, anyone. Может быть, кто-то хочет напоследок поделиться впечатлениями или вопросы какие-нибудь задать, пока есть еще у нас пару минут. Можно ли как-то, вот, допустим, в своей повседневной жизни, допустим, на работе, в семье, используя вот знания Шримад Бхагаватам, как-то вдохновить, родственников, коллег по работе, обсуждать это и, прийти к практическим решениям повседневных вопросов? Это вопрос или утверждение? Да, можно ли так, есть ли такие опыты, может быть, какой-то практический? Is it possible to discuss Bhagavatam matters with our family members or colleagues at our job in the context of solving material problems in this way? Maybe there is such experience that you can tell about. Yes, of course. See, because when we talk about different characters, how they were in either they committed a lot of sins or they were suffering, and how by taking shelter of Krishna solved their problems. Конечно, можно. В Бхагаватам много героев, которые или грешили очень много, или оказались в какой-то тяжелой ситуации, но потом они вручили себя Кришне, и Кришна помог им. Starting from the Pandavas and the Gajendra and Prahlad, we have so many examples. Таких примеров в Бхагаватам много. Это и Пандавы, и слон Гаджендры, и Прохлады, и многие другие. And so we can tell them that you can try this. You chant Hare Krishna and see whether Krishna reciprocates. Можно предложить человеку несложный метод, предложить ему начать повторять Харе Кришна и посмотреть, будет ли Кришна отвечать ему взаимностью. We give them a Gaurnitai photo and the Panchatattva mantra and the Hare Krishna and say, okay, you chant and see whether whether Krishna listens to you. Дайте человеку открытку с изображением горы Нитая, дайте ему карточку с Панчататтва мантрой, с мантрой Хари Кришны и предложите ему попробовать, посмотреть, захочет ли Кришна решить его проблему. And if they are sincere, then Krishna will reciprocate in some way or the other, which he thinks best. И если человек искренний, то Кришна так или иначе ответит ему взаимностью, тем образом, который наилучше будет подходить для этого человека. Because, see, all kinds of, Krishna is controlling everything. So definitely he will help in our problems, solving the problems. Все контролирует, поэтому, естественно, он поможет в решении этих проблем. But we have to depend on him for that. Но для этого нужно зависеть от Кришны. But for beginners, people, Krishna is very kind, even little bit of dependence, and then he reciprocates. Замечено, что к начинающим преданным Кришна особенно добр, даже если они хотя бы чуть-чуть предадутся ему, он оказывает очень большую помощь. So yes, we can share the pastimes, how Ambarish Maharaj, emperor of the earth, he was dependent on Krishna. Можно рассказать о Амбарише Махараджи, который был правителем всей земли, и как он всецело полагался на Кришну. Спасибо большое. Thank you so much. Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Granth Raj ki jai. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Devotee Vaishnava ki jai. Hari Bol. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо большое. Hare Krishna. Как вот такой формат преданный, может,
дадите обратную связь по формату. Хороший. Формат интерактивный, как бы, если мы добавляем, как вот вам такой? Интересно? Да, пробу. Ну да, хороший формат, да. Когда все участвуют таким образом. То есть будем продолжать, да, в таком стиле, если никто не против? Да. Да. Да, мне понравилось тоже. Спасибо большое. Ну, во всяком случае, я так понял, вот идея Према Падмини именно в этом, чтобы нескольких пришел на Бхагаватам с вопросами, чтобы они отвечали. Так иначе. И потом какие-то свои добавления давать. Ну, уже если у нас есть уровень какой-то, что мы можем что-то дать такое. Так что, Хари Кришна, до скорых встреч. Хари Кришна. Прекрасно. Спасибо большое, Шапитана. До скорых встреч. До свидания.